Смотри, смотри долго, бесконечно долго. И у тебя есть целая вечность, чтобы разглядывать этот узор, чтобы смотреть и видеть, кем бы ты мог стать. И ты смотришь на себя, который выбрал совсем другой путь, совсем другую тропу, совсем другую жизнь. И у того другого глаза гораздо счастливее, чем у тебя. И он полон любви. И руки его гораздо чище, а на лице всегда сияет улыбка. Ты смотришь, и на твоих глазах наворачиваются слезы, потому что это тот человек, которым ты мог бы быть, которым ты мог бы стать, но не стал. Но потенциал, он не жесток. Он не показывает это в наказание. Он показывает это, потому что это правда. А правда – это единственное, что у него есть. Правда – это единственное, что есть у каждого из нас. И это тяжело. Смотреть на правду. Потому что правда, она не умеет лгать. Она не личность, чтобы умирать в нас. Она не эго, чтобы требовать и желать чего-либо. Она просто зеркало, которое не говорит: «Вот смотри, ты самый красивый». Или «Смотри, ты урод». Она просто отражает то, чем ты являешься на самом деле. И если тебе больно смотреть на самого себя, то это не зеркало виновато. Это просто ты привык к темноте. Я привык. Я 50 лет учился не смотреть в это зеркало. Я смотрел в других и видел в них врагов, друзей, любимых мне людей, близких. Я смотрел в книги и видел в них мудрость, которую нельзя никак применить в этой жизни. Я смотрел в небо и видел там пустоту, которую люди заселили богами, лишь бы не молчать, лишь бы на кого-нибудь переложить ответственность за самого себя, за свою собственную жизнь. А потом я перестал смотреть и заселять это небо богами. Я просто созерцал звезды. И тогда пустота заговорила со мной. И она сказала мне: «Ты думал, меня здесь нет? Ты думал, что я — это отсутствие, а я — это источник. Я — это источник всего. Ты думал, я — это смерть, которая будет уже прям завтра, которая может случиться с тобой в любое мгновение. А я — это то, что дает жизнь. Ты думал, я — это холод, который пробирает тебя прям в дрожь, когда минус 50 на улице, а я — это просто температура, при которой возможен любой, абсолютно любой огонь, который прямо сейчас горит внутри твоего сердца. Я знаю, ты можешь обжечься. Я знаю, ты можешь быть абсолютно холодным. Но я знаю, чего ты не можешь. Ты не можешь просто смотреть. А я смотрю 50 лет уже и понимаю, что я смотрю не туда. И когда я это понял, я развернулся и посмотрел туда, куда надо, откуда приходит взгляд. И это вовсе никакая не метафора. Это физика. Физика более тонкая, чем квантовая. Это биология, более живая, чем любая клетка в моем или в вашем организме. И это
просто чувство. Это просто внутреннее ощущение. Это любовь. Более безусловная, чем материнская. Потому что мать любит свое дитя. Мать любит свое дитя не за что-то и почему-то, а просто так. Так же, как и отец. А потенциал? Потенциал любит возможность. Возможность того, что вообще может быть. Оно не любит тебя просто так, как будто ты его дитя. Она любит то, чем ты можешь стать. И неважно, будь ты злодеем или просветленным, для него ты одинаков, потому что он не различает возможность войны, возможность мира. Все это абсолютно неважно, потому что он вообще не умеет различать. Развлечение – это работа актуализации, это работа мозга, разума, ума. Это наша работа, но не его. Потому что он нас любит не за что-то и почему-то, а потому что он любит просто так. И однажды, когда я долго медитировал и созерцал, я спросил, а зачем я, собственно говоря, здесь? И это был самый смешной вопрос, который я задал. И самое главное, не зная кому. А мне ответили. Рыба не спрашивает, зачем я в воде. Она просто там плавает. Она просто плавает в потенциале. А мы просто живем. И вопрос, зачем, возникает, когда рыба чувствует, что вода заканчивается или стала очень грязной, и в ней невозможно дышать. Она говорит нам о том, что есть воздух, есть берег, есть рыбаки. И вот тогда она спрашивает, а зачем, собственно говоря, я здесь нахожусь? Чтобы меня съели? Чтобы я исчез? Чтобы меня уничтожили? И тогда потенциал мне ответил, нет. Рыба здесь, чтобы узнала вкус. Узнала вкус крючка или возможность порвать леску. А может быть, научить рвать леску и почувствовать вкус крючка других. И может быть, рыба может стать тем, кто выйдет на берег и скажет: дышите, делайте вдох, делайте выдох. И это не больно. Это просто другой способ быть мокрым. И если честно, я не знаю, стану ли я такой рыбой. И вообще, стану ли я кем-то. Я знаю только одно, что моя леска натянута, как струна, и она звучит прям внутри меня. И поэтому я не молчу. Каждое мое слово – это как удар хвоста рыбы по воде. Каждое мое молчание – это как задержка дыхания перед прыжком. Прыжком в неизвестное. Прыжком в пустоту. Каждое мое «я люблю тебя» – это попытка вспомнить воду, в которой мы все когда-то были одним и тем же. В котором мы все когда-то были океаном. И только океан помнит каждую волну. Но каждая волна, вот в чем правда, тоже помнит, что такое океан. Мы просто об этом забыли. Вы думаете, что вы эта капля?
Капля, которая оторвана от мира, от Вселенной, от Бога. Вы — это капля, которая просто выплюнула на берег и про которую забыли. Но это не так, потому что вы — это не только капля, вы — это волна. Вы — это волна, которая решила, что она капля, слушая каких-то там других дядей и тетечек, каких-то там просветленных философов или умных людей. А на самом деле вы — это океан, который просто уснул и видит сон. Он видит сон, что он стакан воды на чьем-то столе. Но это глупость. Потому что, когда ты просыпаешься, ты очень ясно видишь и понимаешь, что ты не стакан. Ты не вода в стакане. И тебя вообще никто не пьет. И тебя никто никогда не выльет в раковину. Потому что ты — это то, ради чего он существовал и всегда был. Потому что ты — это его продолжение. Потому что ты просто стоишь на столе и отражаешь свет его люстры. И думаешь, ну и что? Это все? Нет. Это не все. Это только начало. Начало его отражения. В тебе. Потому что свет люстры — это просто потенциал, решивший стать видимым. И способность каждого из нас — это просто отражать его свет. Это актуализация. И наше удивление от того, что мы вообще способны отражать эту благодать, которую он проявил. Мы хотим, мы чего-то желаем, мы молимся, мы просим большего. Мы всегда хотим чего-то большего. А я вам скажу, не просите большего. Вам уже все дали. Потому что большее — это то же самое, что глубже. Глубже смотреть, глубже молчать, глубже любить. Любить то, что еще никогда не случилось. Что еще не настало. Что еще только может проявиться. Нет, не снаружи, а внутри вас. Я люблю то, что еще никогда не настало. Я его не знаю, но я его уже чувствую. И неважно, буду ли я страдать, буду ли я любить, будет ли мне больно, будет ли мне радостно. Я приму это. Приму это в смирение как данность, потому что я способен дышать. И в этом вся суть.